Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя Вассерман. Я таролог и коуч по саморазвитию. Соответственно, таролог, вы понимаете, что это такое. Помогаю людям в решении задач, помогаю людям изменить свою жизнь, изменить свое подсознание. Именно подсознание мы находим, что же человеку мешает быть счастливым, и, соответственно, избавляемся от этого. Человек избавляется от этого при помощи практик, медитаций, которые я создаю именно для ситуации человека, именно для кверента, так это называется. В принципе, можете называть кверент, клиент, иногда даже пациент. И, соответственно, меняется подсознание человека, меняется концентрация человека, человек меняет отношения, человек не меняется, мы не меняемся. И менять нас это пустое занятие. Мы индивидуальность, каждый из нас индивидуальность, каждый из нас уникален, и, соответственно, меняться нет смысла, потому что все равно наша внутренняя сущность, наш характер, мы все равно он проявится рано или поздно. Но что да, можно сделать, можно изменить свое отношение к людям и ситуациям. И, соответственно, отношения людей и ситуации начнут меняться. Это то, чем я, собственно говоря, занимаюсь и на канале тоже. Вы знаете, что есть практики, настрои, медитации. Сейчас я работаю над следующим циклом медитаций, уже исходя из моего опыта, потому что когда я начинала канал, это были только практики. Сейчас уже исходя из моего опыта, исходя из того, что я собрала за это время, за эти 2 года, у меня уже каналу больше 2 лет, я создаю другие медитации, другие практики, которые лучше будут вам помогать. Опять же, секрет – это многократное повторение. Только при многократном повторении на сегодняшний день это так. Я не стремлюсь давать много практик, особенно когда человек обращается за помощью, да, тогда это другое. А тут получается, что при помощи одной практики вам надо избавиться от того, что мешает, и наложить уже чистое то, что я пытаюсь вам преподнести, и наложить на уже чистое то, что вам будет помогать. Поэтому многократное повторение. Сегодня мы посмотрим сюрпризы января. Посмотрим, что же может произойти, что же может быть сюрпризом для вас. И, конечно, как всегда, я еще и советы смотрю. Поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Вы знаете, что на улыбке даже можно загадывать желание. Когда вы улыбаетесь, посмотрите на себя в зеркало, улыбнитесь и проговорите свое желание. И это делайте не один раз. Возьмите себе 1 минуту каждый день возле зеркала, улыбайтесь и загадывайте свое желание. Посмотрите, что произойдет. Первый сюрприз, который произойдет в январе. Первый сюрприз, который произойдет в январе, по какой-то причине некоторые из вас могут почувствовать себя одинокими.
Тут карта гордое одиночество. Это отшельник. Вот. Для некоторых из вас сюрпризом будет, что вы захотите именно одиночество, захотите побыть сами. Может быть, после большого количества встреч, вечеринок, корпоративов, празднований, вы захотите покоя. Это для некоторых тоже может быть актуальным, но это тогда не сюрприз. Еще сюрпризом для некоторых из вас может быть встреча вот с таким человеком, который все время один. И такое чувство здесь, вот именно по отношению к этому человеку, что ему так хорошо. И эта встреча будет для вас сюрпризом. Давайте посмотрим. Второй сюрприз. Интересно очень. Тут получается, что я вот уже когда рассказывала, получается, что это даже не сюрприз, это само собой разумеющееся. Но может быть, так как эта карта выходит как сюрприз, что вы, соответственно, будете удивляться себе. Для каждого из вас это будет свое. Я же говорю, для некоторых вы будете удивляться, что вы чувствуете себя одиноким или одинокой по какой-то причине, а некоторые будут удивляться, что вам не хочется общения. Мы же все-таки рассматриваем сюрпризы. Мне просто интересно, напишите потом под видео, у кого как это проиграется. Мне очень-очень интересно. Давайте посмотрим еще один сюрприз. Как всегда, 3 сюрприза же будет. Следующим сюрпризом у вас будет что-то связанное с финансами. Тут получается, что или получите что-то, и получается, что оно неожиданно что-то произойдет, что вызовет в вас ощущение, что надо затянуть ремешок, вот немножечко не тратить. И для вас это, для многих из вас это будет сюрпризом. Так что подумайте. Ну и еще тут получается, что сюрпризом, опять же, я же сейчас связываю это с первой картой, сюрпризом будет для вас, что надо будет решать какую-то ситуацию самому или самой. Вы ожидали помощи, у вас было спланировано что-то, что что-то будет проект, может какое-то дело вы будете делать с кем-то, а неожиданно придется все решать и делать самому или самой. Ну и третий сюрприз давайте мы посмотрим. А вот третий сюрприз у вас будет, что неожиданно придет какая-то помощь. Вот сейчас я смотрю, и знаете, вот весь расклад, он настолько логичен. Одиночество и какое-то что-то нерешенное, что-то, что будет вас озадачить, и приход помощи. Самое интересное, если смотреть по другим вопросам, вот эти карты, они приведут к хорошему результату. Но, опять же, мы же задали определенные вопросы картам, и тут получается, что неожиданно придет помощь, неожиданно и без вашей просьбы, вот тут я вижу, что вы не будете просить, неожиданно откуда-то придет помощь, и это здорово. Вот такие вот, знаете, немножко странноватые получились у нас сюрпризы, но так решили карты.